Осенний ветер швырял листья в окна нашей квартиры, пока я собирала вещи в маленький чемодан. Руки дрожали, но не от холода. Третья неделя сентября выдалась особенно тяжелой. Мой муж Андрей, с которым мы прожили 7 лет, уже третий день не разговаривал со мной, а только бросал колючие взгляды, от которых внутри все сжималось. Все началось месяц назад. Свекровь Валентина Петровна, которую я всегда старалась уважать, несмотря на ее постоянные придирки, вбила себе в голову, что я изменяю Андрею. Почему? Потому что в моем телефоне она нашла переписку с неким Максимом. «Собралась?» Голос Андрея, стоявшего в дверях, был холодным, как ледяная вода. «Да», — тихо ответила я, закрывая чемодан. «Мама была права», — процедил он. «Все эти годы... Как я мог быть таким слепым?» Я подняла на него глаза, но он избегал моего взгляда. «Андрей, давай поговорим. Ты же даже не выслушал...» «О чем тут говорить?» — перебил он. «Я видел эти сообщения. Не могу дождаться нашей встречи. Это будет наш секрет. Мама все мне показала. Валентина Петровна. Конечно. Женщина, которая с первого дня нашей свадьбы ждала, что наш брак развалится, которая при каждом удобном случае напоминала сыну, что он мог найти и получше. И вот теперь ее звездный час настал. «Послушай», — начала я, но он снова перебил. «Завтра семейный ужин у родителей. Все будут там. Если хочешь что-то объяснить, приходи, только без истерик». С этими словами он развернулся и вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь. Я опустилась на кровать, сжимая в руках телефон. В глазах стояли слезы, но плакать не хотелось. Внутри была только пустота и странное спокойствие, которое приходит, когда ты принимаешь решение. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. Дом Валентины Петровны встретил меня запахом пирогов и шумом голосов. Я нервно поправила воротник блузки и позвонила. Дверь открыла сама свекровь. «А, явилась». В ее голосе сквозило злорадство. Не ожидала, если честно. Я молча прошла внутрь. В гостиной собралась вся семья. Родители Андрея, его брат с женой, тетя и дядя. Андрей сидел в углу с бокалом вина, мрачный и отстраненный. Когда я вошла, разговоры стихли. «Проходи, садись», — с наигранной вежливостью сказала свекровь. Мы как раз собирались поговорить о будущем Андрея. О его новом будущем. Я осталась стоять посреди комнаты. «Валентина Петровна», мой голос звучал неожиданно твердо, «я знаю, что вы рассказали Андрею о моих сообщениях с Максимом». «А что тут рассказывать?» Она театрально всплеснула руками. «Всё и так очевидно. Бедный мой мальчик, столько лет жил с...» «Мама», — прервал её Андрей, — «пусть говорит». Валентина Петровна поджала губы и отошла к буфету. «Андрей», — я повернулась к мужу, — «я действительно встречаюсь с Максимом каждую неделю последние 4 месяца». По комнате пронесся шепот, лицо Андрея побелело. «Видите?» — торжествующе воскликнула свекровь. «Она сама признается». «И сегодня», — продолжила я, игнорируя ее, — «я попросила его прийти сюда». Тут в дверь позвонили. Все замерли. Валентина Петровна с победной улыбкой пошла открывать, явно ожидая увидеть моего тайного любовника. За дверью стоял пожилой мужчина лет 60 в строгом костюме с папкой в руках. «Здравствуйте», — вежливо сказал он. «Меня зовут Максим Борисович, я онколог клиники «Надежда». Простите за вторжение, но Елена просила меня приехать». Лицо свекрови вытянулось. Она отступила, пропуская врача внутрь. Максим Борисович прошел в комнату и кивнул мне. «Елена, вы уверены, что хотите сделать это сегодня?» Я кивнула и повернулась к мужу, чьи глаза метались от меня к врачу с нарастающим непониманием. «Андрей?» Я постаралась сохранить спокойствие в голосе, хотя внутри все дрожало. 4 месяца назад у меня обнаружили рак молочной железы 3-й стадии. Максим Борисович ведет мое лечение. Тишина, повисшая в комнате, оглушала.
Андрей застыл, как будто его ударили. «Что?» — наконец выдавил он. Я открыла сумочку и достала медицинскую карту с результатами анализов и диагнозами. «Я не хотела тебе говорить, пока не буду уверена в прогнозах. Не хотела тебя пугать. Ты и так столько работаешь». Максим Борисович помогал мне справиться с первыми курсами химиотерапии, когда тебя не было дома. Это он настоял, чтобы я рассказала тебе. Врач кивнул. Мне пришлось убеждать вашу жену в необходимости сообщить семье. Поддержка близких критически важна при таком диагнозе. Валентина Петровна медленно опустилась в кресло, не отрывая от меня взгляда. Ее лицо постепенно меняло выражение от удивления к осознанию и, наконец, к ужасу. «Те сообщения», — прошептала она. «Не могу дождаться нашей встречи. Это была моя консультация после первого курса химии», — ответила я. «Это будет наш секрет, потому что я просила Максима Борисовича не говорить Андрею, пока я сама не решусь». Андрей резко встал. Его лицо исказилось от боли и стыда. Он сделал шаг ко мне, потом еще один. «Почему ты мне не сказала?» Его голос дрожал. «Лена, боже мой, почему?» «Я хотела...» Слезы наконец полились из моих глаз. Но каждый раз, когда собиралась с духом, что-то мешало. Ты приходил уставший с работы, или у нас были гости, или... А потом стало поздно. «Что значит поздно?» В его глазах мелькнул страх. Я посмотрела на Максима Борисовича. Он молча кивнул, давая мне силы продолжать. «Метастазы в лимфоузлах и легких», — сказала я тихо. «Прогноз не очень хороший». Андрей покачнулся, словно от удара. «Сколько?» «При такой форме и стадии», — вмешался врач. «И учитывая, как организм Елены реагирует на лечение от полугода до года». Андрей рухнул передо мной на колени и обхватил руками мою талию, уткнувшись лицом мне в живот. Его плечи затряслись. Я гладила его по голове, чувствуя, как мои слезы капают ему на макушку. «Прости меня». Его слова были почти неразличимы сквозь рыдания. «Прости, я поверил. Я даже не спросил тебя». Валентина Петровна тоже плакала, сидя в своем кресле. Остальные родственники потрясенно молчали. «Я хотела сегодня попрощаться со всеми», — сказала я, обводя взглядом комнату. «Завтра меня госпитализируют для нового курса лечения. Оно будет тяжелым, и я хотела, чтобы все знали правду». Максим Борисович деликатно отошел к окну, давая нам возможность поговорить. Андрей поднялся с колен и крепко обнял меня. «Мы будем бороться», — прошептал он мне на ухо. «Вместе. Слышишь? Я никуда не уйду. Я буду рядом каждую секунду». Валентина Петровна медленно подошла к нам. В ее глазах была мука. «Леночка». Она впервые назвала меня так. «Прости меня, старую дуру». Я не знала. Я думала...» Я протянула ей руку. После секундного колебания она взяла ее и неожиданно прижала к своей щеке. «Я тоже буду с тобой», — сказала она сквозь слезы. «Мы все будем. Правда?» Она оглянулась на остальных членов семьи, которые согласно закивали, некоторые плача, некоторые с решительными лицами. Максим Борисович кашлянул. «Елена, мне пора. У меня еще пациенты. Все документы я оставлю Андрею. И напомню, что завтра к 9 вам нужно быть в клинике». Я кивнула. «Спасибо, что пришли». Врач пожал плечами. «Это моя работа». «И, Елена, помните, что я говорила о статистике? Она не всегда определяет индивидуальный случай». С этими словами он откланялся и вышел. В комнате снова повисла тишина, но теперь другая, не напряженная, а наполненная чем-то новым, каким-то общим пониманием и принятием. «Останься сегодня здесь», — вдруг сказала Валентина Петровна. «И ты, Андрей, тоже. Я приготовлю ужин». Настоящий семейный ужин. Андрей не отпускал мою руку ни на секунду. «Только если Лена захочет», — сказал он. Я посмотрела на них, на семью, которая внезапно действительно стала моей в этот странный вечер, и кивнула.
Я останусь, но только если Валентина Петровна расскажет, как готовит свой знаменитый пирог с капустой. У меня всегда выходит хуже. Свекровь улыбнулась сквозь слезы. Обязательно расскажу. И не только это. У меня много рецептов, которые нужно тебе передать. В ее голосе звучала надежда. Надежда на то, что времени у нас окажется больше, чем предсказывают врачи. И в этот момент я тоже почувствовала эту надежду, тонкую, как паутинка, но все же реальную. Андрей обнял меня за плечи, и мы пошли на кухню, где Валентина Петровна уже доставала из шкафа муку и яйца. Осенний ветер за окном стих, и солнце, прорвавшись сквозь тучи, осветило нашу небольшую семью, собравшуюся вместе не для того, чтобы разрушить, а чтобы строить, пусть и на развалинах прежних обид, пусть и в тени неясного будущего. Но это был наш последний разговор о прошлом. Теперь мы могли говорить только о завтрашнем дне. И каждый из этих дней я собиралась прожить полностью. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите.